Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать красивую, аккуратную вот такую подошву для пинеток. В моем случае я в дальнейшем выполню пинеточку с рюшами и вот такую пинеточку туфельку. Видите, да? Будут ну, то есть верхняя часть, у нас подошва будет одинаковая, а верхняя часть будет разная. Ссылочка будет под этим видео на дальнейшие мастер-классы. Я единственное хочу сказать два слова. У меня часто спрашивают, у вас всегда плотно получается, аккуратно вязать. Ну, почему у вас пинеточки вот получаются такие плотные и аккуратные, то есть полотно, да, такое достаточно плотное. Смотрите, о пряже я скажу немножко дальше, да, это полушерсть. И я вот, допустим, когда вяжу резиночки или просто полотно, я использую крючок 4-4,5. Видите, да? То есть очень большая разница. Пинетки я вяжу крючком номер 3. Видите, насколько плотнее я вяжу полотно пинеток. Поэтому они такие, ну вы сами понимаете, это ведь обувь для ребенка. Она должна быть аккуратной и достаточно плотной. Если вы вяжете носочки, да, вы можете взять крючочек потолще и вязать рыхлее. Именно пинеточки, чтобы они у вас прямо такие вот, знаете, были аккуратные, стояли. Вам, конечно, нужно крючок брать намного тоньше, чем обычно вы вяжете свои полотна, да, свои изделия. Именно для пинеток я рекомендую, тогда у вас будет все красиво и аккуратненько получаться. В моем случае, видите, вот очень большая разница на 1,5 размера. Напоминаю, в этом видео мы с вами выполняем подошву и в дальнейшем и выполним вот такие красивые аккуратненькие пинеточки. Приступим к работе. Для работы нам потребуется крючок номер 3. Пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Также можете использовать маркер. И напоминаю вам, что подошву мы с вами будем использовать для пинеточек вот таких туфелек и пинеточек с рюшами. Надеюсь, в дальнейшем мы с вами еще разработаем несколько пинеток именно с этой подошвой. Ссылочку тогда я буду оставлять уже под видео. Начинаем выполнение нашей подошвы с 14 воздушных петель. Выполняем цепочку с 14 воздушных петель и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я выполнила цепочку из 14 воздушных петелечек и приступаю к выполнению первого кругового ряда моей подошвы. Первый ряд я начинаю с выполнения 2 воздушных петелечек подъема. И далее, смотрите, я выполняю накид на крючок и ввожу крючок 1, 2 в 3-ю воздушную петлю цепочки. Ну, не цепочки, а 3-ю петлю от крючка, точнее так скажем. И выполняю полустолбик. Накид. И в эту же воздушную выполняю еще один полустолбик. Накид. И еще один полустолбик. Мы выполнили с вами 3 полустолбика с общим основанием. Далее мы продолжаем работу и выполняем 5 полустолбиков ровно. Накид и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Я выполнила 5 полустолбиков ровно. И далее выполняю 7 столбиков с накидом ровно. Накид и провязываю. Ниточка расслоилась, мы повторим. 1,
2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик с накидом ровно. Смотрим, что у нас получилось. У нас осталась одна воздушная петелечка, которую мы с вами сейчас будем провязывать. И теперь смотрите очень внимательно. В нашу воздушную петлю мы будем провязывать 7 столбиков с одним накидом. Но сначала мы провяжем 4. Смотрите. Петелечка может вытягиваться, мы потом ее подтянем. Раз, считаем очень внимательно. 2, 3 и 4. Я выполнила 4 столбика с накидом. И теперь смотрите, в 4-й столбик, вершинку этого столбика я фиксирую маркером. Это будет центр носочка нашей пинеточки. Немножко неудобно мне. Вот таким образом. Все. Я зафиксировала и продолжаю работу. Смотрите, я как бы разворачиваюсь и перехожу на противоположную сторону. Накид на крючок, ввожу крючок в свою петлю и подтягиваю петелечку, и потом я ее смогу еще подтянуть. И выполняю теперь 3 столбика. Раз, очень внимательно. 2 и 3. Видите, да? Мы перешли на другую сторону. Я подтягиваю петлю. И вот мои все 7 столбиков с накидом готовы. Прошу, мы продолжаем с вами. И после того, как мы выполнили все наши столбики, мы выполняем 7 столбиков ровно. Накид на крючок, ввожу крючок и провязываем. Раз. Точно так же, как и на противоположной стороне. Считаем. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я выполнила 7 столбиков ровно. И далее я выполняю, как и на противоположной стороне, напоминаю, 5 полустолбиков. Накид и провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5. Я выполнила 5 полустолбиков ровно, смотрите. И у меня осталось выполнить вот в нашу воздушную петелечку, куда мы с вами уже провязали 3 полустолбика, еще провязать 3 полустолбика. Как мы это делаем? Мы выполняем накид на крючок, и в эту же петлю я провязываю 1, 2 и 3 полустолбик готов. Видите, да? Далее мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. И очень внимательно я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку. Вот мои петли. 1, 2 и вот моя вторая петля. Очень внимательно и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И первый ряд готов. Мы приступаем к выполнению второго кругового ряда нашей подошвы и начинаем его выполнение с 3 воздушных петелечек подъема. Далее накид на крючок, и смотрите, я ввожу крючок в эту же воздушную петлю.
откуда мы только что начали, и выполняю столбик с накидом. Далее очень внимательно накидной крючок в следующую вершинку. Я ввожу крючок и буду выполнять 2 столбика с накидом с общим основанием. То есть первый столбик провязываю и в эту же вершинку провязываю второй столбик. Напоминаю, столбики у меня с накидом. Выполнили. Я выполнила 2 столбика с общим основанием. Далее я выполняю 15 столбиков с накидом ровно, то есть каждую вершинку провязываю по одному столбику и считаем внимательно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, да? Аккуратненько, не спеша. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 столбик с накидом, последний, который мы с вами провязали ровно. Далее очень внимательно мы будем 2 раза выполнять по 2 столбика с общим основанием. Смотрите, в эту вершинку я провязываю 1 и 2, первый раз и второй раз, также 1 и 2, выполнили 2 раза по 2 столбика. Далее вершинку, отмеченную маркером, мы провязываем 3 столбика с общим основанием. И в центральный столбик ведем опять маркер. Считаем. 1, 2 и 3. Выполнили 3 столбика. Далее в центральный столбик я ввожу маркер. Центр носочка нашей пинеточки, да, будет, подошвы точнее, в нашем случае в настоящее время. И дальше мы продолжаем. И опять же я выполняю уже на противоположной стороне 2 раза по 2 столбика. 1, 2 столбика и 1, 2, опять 2 столбика. Вот так. Далее я выполняю 15 столбиков с накидом ровно. Ну, то есть точно так же, как и на противоположной стороне. И просто считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, да? Дальше продолжаем. 11, 12, 13, 14 и 15 столбик выполненный нами ровно. Далее мы выполним
опять же я подчеркну, как и на противоположной стороне, 2 столбика с общим основанием. Это будет у нас вот первый столбик, и в эту же вершинку второй. Далее смотрите, я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в петлю подъема в предыдущем ряду. Я иногда вот таким образом ввожу крючок, а иногда я подхватываю, вот видите, мою соединительную петелечку вот таким образом. Давайте можно и так выполнить. И выполняю столбик с накидом, провязываю. И теперь завершаю ряд, ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Вот она, видите, хорошо видно. Мой второй ряд завершен. Мы аккуратненько с вами все поправляем. И второй круговой ряд моей подошвы завершен. И я приступаю к выполнению третьего ряда моей подошвы. Это последний ряд именно подошвы. Я начинаю выполнение опять с 3 воздушных петелечек подъема. Накид на крючок и ввожу крючок в эту же вот воздушную петлю, откуда мы только что с вами начали работу, и выполняю столбик с накидом. Далее я буду выполнять 3 раза по 2 столбика с общим основанием. Как мы это выполняем? Вершинку ввожу крючок и выполняю первый столбик с накидом, и в эту же вершинку второй. Это я выполнила первый раз. Далее накид, столбик с накидом и столбик с накидом. Это я выполнила второй раз. И столбик с накидом и столбик с накидом. Это третий раз. Я выполнила 3 раза по 2 столбика с общими основаниями. Видите, да, 3 раза. И далее я выполняю 15 столбиков с накидом ровно, то есть каждую вершинку. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Я выполнила 15 столбиков с накидом ровно. Видите, да? И далее очень внимательно. Смотрите, я в каждую вершинку 1, 2, 3, 4, 5 буду выполнять 5 раз по 2 столбика до маркера. Накид на крючок и приступаем. И обязательно считаем 1 и 2. Это первый раз. 1, 2, второй. 1, 2, третий. 1, 2, четвертый и 1, 2, пятый. Выполнили до маркера. Далее вершинку, где у нас маркер, мы выполним 3 столбика с общим основанием. Считаем. 1, 2, 3. И вводим в центральный столбик, как и ранее, маркер.
Вот таким образом. И продолжаем работу. Видите, мы перешли на противоположную сторону. И теперь опять же мы будем выполнять 5 раз по 2 столбика. И считаем. Раз. Не спешим. 2. 3. 4. И у нас, смотрите, 1, 2, 3, 4, последний 5 остался. 1, 2. Выполнили. Далее мы продолжаем работу и выполняем 15 столбиков ровно, то есть точно так же, как и на противоположной стороне. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 и еще 5 осталось выполнить. 11, 12, 13, 14 и 15. Выполнили 15 столбиков с накидом ровно. Видите, да, вот уже у нас такая красивая с вами подошва получается. Остается нам с вами выполнить 3 раза по 2 столбика. 1, 2 столбика. Далее 2 раз 2 столбика. И 3 раз 2 столбика. Выполнили. Видите, да? И теперь остается точно так же, как в предыдущем ряду. Мы с вами выполним столбик с накидом в нашу уже воздушную петелечку подъема предыдущего ряда. Как мы это делаем? Опять же, можно вот так выполнить, да, а можно захватив нить соединительной. Я захватываю нить соединительной петли, ввожу крючок. Давайте повторим. Немножечко неудобно, зато хорошо плотненько получится. Столбик с накидом, и далее я ввожу крючок 1, 2, 3 в третью петелечку подъема и выполняю соединительную. Аккуратненько, красиво у нас с вами все получилось. Мы поправляем нашу подошву. И видите, да, наша подошва готова. И мы можем приступать к выполнению верхней части нашей пинеточки. Мы с вами научились выполнять вот такую красивую подошву. И давайте посмотрим размер нашей подошвы. То есть пинеточка подойдет на размер где-то 11-11,5 сантиметров. Но смотрите, я сейчас покажу эту подошву уже в готовом изделии. И вы убедитесь, что она еще немножко растягивается. И это будет где-то до 12 сантиметров. Видите? То есть вот это в готовом изделии, в готовой пинеточке до 12 сантиметров растягивается наша подошва.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать подошву, которую в дальнейшем будем использовать в выполнении пинеточек. Конкретно уже я выполнила, разработала туфельки и вот такие пинетки с рюшами. Ссылочка на эти мастер-классы будет под видео, как только они выйдут. И я надеюсь, что именно с этой подошвой я еще разработаю, придумаю для вас много интересных и красивых пинеточек. Поэтому я подошву даю отдельно, чтобы удобно было потом работать, и уже вы с этой ссылочкой могли вязать пинеточки. Может, сами что-то разработаете и придумаете. Обязательно напишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч и огромное вам спасибо, что вяжете вместе со мной.